Всем привет! Сегодня я решила побаловаться и связать вот такие вот забавные аппликации. Это моль или ночная бабочка, называйте как хотите, мотылек. Но они все такие разные, такие милые и связаны по одной схеме. Вам будет достаточно 15 минут, и вот такая аппликация будет у вас. Подбирайте цвет, выбирайте ниточки и приступаем. Начинаем вязать с тела и головы. Набираем 11 воздушных петель. Дальше в третью петлю от крючка мы провязываем раз, два, вот она третья, полустолбик с накидом. Дальше по цепочке еще один полустолбик с накидом. Дальше провязываем 4 столбика с накидом. Затем провязываем прибавочку полустолбиком с накидом. Полустолбик с накидом. И дальше в одну петлю, в одну вот, мы провязываем 3 столбика без накида. Смотрите, мы разворачиваемся, половинка нашего тела готова. Теперь мы идем в обратную сторону. Провязываем полустолбик с накидом. Прибавочка полустолбиками с накидом. Четыре столбика с накидом. И дальше довязываем 2 полустолбика с накидом. Вот оно, наше тело готово. Вот эту ниточку я ввязала, ее можно сразу обрезать, чтобы она не мешалась. Вот здесь продолжаем дальше. Это мы связали тело, сейчас перейдем к голове. Вяжем 2 воздушные петли. И вот сюда цепляемся за первый вот этот полустолбик. Делаем столбик без накида. Дальше провязываем 5 воздушных петель. И по цепочке со второй провязываем 4 соединительных столбика. Затем вот сюда вот, в среднюю часть, вот, провязываем столбик без накида. Дальше 5 воздушных петель. Это у нас усики. 4 соединительных столбика по цепочке. Столбик без накида
вот сюда. В первый вот это вот у нас идет полустолбики с накидом. Столбик без накида. 2 воздушные петли. И обрезаем ниточку. Теперь мы здесь вот соединим, сделаем такое непрерывное соединение цепочкой. Удобно, конечно, делать иголочкой. Я, как всегда, не ищу легких путей. Так. И вот я соединила. Эту ниточку мы запутываем. И вот смотрите, вот такое вот тело у нас получилось. Переходим к вязанию крыльев. Вяжем большое крыло. Набираем 8 воздушных петель. Во второе от крючка мы провязываем соединительный столбик. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Дальше 2 полустолбика с накидом. Дальше 1 столбик с накидом. И дальше вот у нас одна осталась, видите, петелечка. В нее мы провязываем 2 столбика с накидом. Один полустолбик с накидом. И снова 2 столбика с накидом. Всего у нас в этой петельке будет 5 столбиков. И мы сделали, видите, разворот по крылышку. Дальше мы провязываем 1 столбик с накидом. Возвращаемся. Два полустолбика с накидом. Два столбика без накида. Дальше мы провязываем. Мы провязали столбик без накида и прибавка столбиками без накида. То есть в одну петелечку мы 2 столбика без накида. Мы закончили первый ряд. Вот мы провязали первый ряд. Такое крылышко. Поехали дальше. Провязываем столбик без накида. Прибавка. Столбик без накида. Еще раз прибавка и столбик без накида. Дальше мы вяжем 2 прибавки полустолбиками с накидом. Одна прибавочка и вторая прибавочка. И вот у нас идет закругление низ крыла. И здесь мы вяжем 3 прибавки
с накидом, столбиками с накидом. Вот у нас первая прибавка столбиком с накидом. Вторая. И третья. Это мы уже пошли на разворот. И теперь будем повторять в обратном. Вяжем 2 прибавки полустолбиками с накидом. Одна и вторая. И дальше провязываем столбик без накида, прибавка 2 раза. Столбик без накида, прибавка, и еще раз столбик без накида и прибавка. Дальше довязываем столбик без накида, 1, и все. Обрезаем ниточку и делаем незаметное вот это наше соединение. Вот такое крылышко. Так, обрезаю. Здесь вытаскиваю. И все, и соединяем. Так, чтобы у нас косичка была красивая, непрерывная. Ну, вот такое крылышко у нас. Ниточку путаем. Теперь свяжем маленькое крылышко. И вы сможете уже выбирать, что вам больше понравится, большие, маленькие или комбинировать. Набираем 5 воздушных петель. Во вторую от крючка мы вяжем соединительный столбик. Дальше 2 столбика без накида. И в следующую мы провязываем 5 полустолбиков с накидом. Это у нас будет закругление, разворот на вторую сторону. Вот мы развернулись. Дальше мы провязываем 2 столбика без накида, возвращаемся. Соединительный столбик. И сюда же мы провязываем столбик без накида. Вот такое, пока месть маленькое. Переходим ко второму ряду. Второй ряд провязываем. Вот видите, вот здесь цепляем. Провязываем соединительный столбик. Дальше 2 столбика без накида. Прибавка полустолбиком с накидом. Три прибавки столбиками с накидом. Это у нас уже краешек крылышка, там где разворот. Дальше полустолбик с накидом, прибавочка. Два столбика без накида.
соединительный столбик и соединительный столбик. Обрезаем ниточку. И вот здесь делаем непрерывная цепочка. Все, запутываем ниточку. И у нас с вами получилось крылышко. Одно и второе. Фактически наша ночная бабочка готова. Сейчас мы будем ее собирать и украшать. Вот у нас одно, второе крылышко. И практически наша ночная бабочка готова. Сейчас мы ее будем собирать и украшать. Я приготовила несколько вариантов мотыльков. И мы с вами их будем собирать, и я вам по ходу буду рассказывать. Значит, смотрите. Вот у нас один мотылечек по схеме. Здесь я поставила глазки пластиковые. Я же все экспериментирую. Клеевые 5 миллиметров у нас здесь глазки. И связала для нее вот такие маленькие крылышки, которые мы будем приклеивать. Все, я нанесла пистолетом. Так, одна и второе крылышко. И второе крылышко. Смотрите, одно, и вот я приклеиваю второе крылышко. Вот так. Вот такая моль. Немного забавно. Хочется еще ей ротик вышить. Смотрите, то есть варианты могут быть разные. Ну вот здесь у нас такой вариант. Получается моль, глазки клеевые 5 миллиметров и маленькие крылышки. По ним я сделала такую небольшую вышивку, типа как жилочки. Вот такая забавная. Вторую бабочку ночную или моль просто так я связала из такой пушистой пряжи с добавлением мохера и сделала сиреневые, смотрите, такие крылышки большие. Сделала на них вышивку. Глазки не делала, поэтому в принципе вот так вот я сейчас приклею крылышки. Это будет второй вариант нашей моли. Интересно, как приятнее, лучше, как и лучше было бы называть, моль или ночная бабочка. Вот мы приклеиваем одно крылышко. Направление крылышек может быть разное, может быть вот чуть-чуть в сторону, как я сделала, может вообще ниже. Не вот так вот я ей делаю. Такая она будет. И второе крылышко приклеиваем. Вот она, наша вторая красотка. Уже две готовы. И третья бабочка. Я ей сделала глаза французским узелком. Черной пряжей. Вернее, не черной, а такой темно-серой. Поэтому можете сравнивать, как смотрятся с глазами без глаз. И здесь я буду делать комбинированные крылышки. Сначала приклеиваем маленькие. Вот так. Одно крылышко. И сейчас приклею второе. Можно вот так чуть-чуть раздвинуть, чтобы вот эта вот попка была видна. Или как она называется у бабочки, я не знаю.
мотылька. Так. И теперь приклеиваем сверху еще вот эти крылышки. У нас получится двойные крылья. Вот так. Видите? Приклеиваем. И вот смотрите, какая красота получилась. То есть вы можете для себя сделать выбор. Они все связаны по одной схеме и в то же время выглядят абсолютно разными. Просто абсолютно. Они такие, это больше такая детская, забавная. Здесь тоже вот можно было глазки не делать, она бы тогда была посерьезнее, наверное, такая поспокойнее. Ну и тут миленько, миленько, блестяще. Можно использовать как брошку, вышить немножечко побольше там бисером каким-нибудь или пайетками еще. И здесь начесать, начесать. И она будет смотреться. Здесь вот сделать брошечку, да? Здесь приклеить застежечку и будет прямо брошка. Очень даже ничего. Очень даже красивая. Так. Вот они, 3 наши красотки. Какая вам больше понравилась? Напишите, пожалуйста. Понравились ли они вам вообще? Но они такие простые, милые, забавные. Их можно использовать везде. И в декоре одежды, и в декоре дома. На этом все. Пока!